получено разрешение на начало пусконаладочных работ на втором блоке атомной электростанции Аккую. Процитирую. Росатом. Совет агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики выдал компании Аккую Нуклеар разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке атомной электростанции Аккую. Сооружается госкорпорацией «Росатом». Документ закрепляет порядок взаимодействия с государственным регулятором на предстоящем этапе пусконаладки. Все операции подлежат контролю и согласованию со стороны надзорного органа. Заявочная документация на получение разрешения была направлена госрегулятору в мае 2025 года. В составе заявки компания Аккую Нуклеар предоставила регулятору комплект документов с подробным описанием этапов ввода в блок в эксплуатацию, сопутствующих технологических операций и процессов подготовки эксплуатационного персонала. Общий объем документации превысил 22 тысячи страниц. Напомню для тех, кто не в курсе, или тех, кто желает выслушивать какую-то другую информацию, проект атомной электростанции Аккую единственная в мировой атомной индустрии по схеме «владей, управляй», «строй, владей и управляй». То есть атомная электростанция на территории Турецкой Республики, на территории страны НАТО остается в собственности госкорпорации «Росатом». Поэтому разговоры о том, что мы обязаны выплачивать какие-то штрафы, еще что-то, наша атомная электростанция, в каком режиме работаем, в таком и работаем. Разговоры о том, что это убыточный проект, в действительности тоже не соответствует. В соответствии с межправительственным соглашением закреплена минимальная стоимость электроэнергии 12,5 американских центов за киловатт-час. 50% электроэнергии будет производимый на атомной электростанции Аккую будет продаваться вот по такой стоимости, а остальное на свободном рынке. На свободном рынке Турции сейчас стоимость киловатт-часа достигает 19 центов за киловатт-час. Убыточно или нет, Росэнергоатом, концерн, который владеет и управляет всеми атомными электростанциями на территории России, является прибыльным предприятием при условии оптовой стоимости электроэнергии в районе 3 рублей. Что такое 12 американских центов, пересчитать может каждый. Еще одна версия, что Турция всенепременно отберет атомную электростанцию у России. Такая риторика характерна для тех, кто не понимает, что такое атомная электростанция. Это точно не ларек на рынке, который можно переходить из рук в руки. Все автоматизированные системы управления технологическими процессами контролируются из штаб-квартиры компании «Росатом». Топливо для реакторов ВВР-1200 выпускается только «Росатомом». Поэтому разговоры о том, что кто-то что-то отберет, не соответствуют действительности, прямо скажем. В этом году ожидается физический пуск первого реактора атомной электростанции Аккую. Всего их там будет 4. Это флагманские проекты ВВР-1200, реактор поколения 3+, соответствующий всем постфукусимским требованиям по уровню безопасности. Так, мне сообщают, что добился появления связи Александр Фролов. Александр, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте. Да, дорогие друзья, сегодня в несколько походно-полевых условиях. И Борис уже раскрыл главную интригу, будет ли Турция отбирать Аккую. Кстати, а будет ли она отбирать Синоп? Что касается второго проекта, если уж Александр его коснулся, планируется на Черноморском побережье. Площадка называется «Синоп». Участников тендера больше одного. Это не только «Росатом», но теперь еще и южнокорейская корпорация «Кепко», Korean Energy Power Corporation, в чью пользу будет сделан выбор. Франко-японский консорциум отпал по причине неадекватной стоимости. Я не знаю, как турки эмоционально это переносили. Строительство атомной электростанции Аккую вместе с строительством нового порта на Средиземном море, вместе со строительством городка энергетиков 22 миллиарда долларов. Сейчас, может быть, из-за инфляции немножко выше. 4 реактора мощностью 1000 мегаватт. Атмиа
1000, которые предлагали вот эти специалисты франко-японской компании, должны были обойтись Турции в 48 миллиардов долларов. В Турции удивились такой стоимости. 2 года шли разговоры. Компания немножко меняла проект в сторону удешевления. Смогла удешевить до 42 миллиардов долларов США, после чего переговоры прекратились. Даже не знаю, почему такое жесткое отношение со стороны Турции. 4 гигаватта в сумме 42 миллиарда долларов. То есть, если мы посчитаем, сколько стоит мегаватт, то Турция, которая, в общем-то, атомной генерацией пытается заместить угольную генерацию в первую очередь, но и обеспечить себе рост спроса на электрическую, свой рост спроса на электрическую энергию, видимо, задумалась, может быть, уголь это не так плохо, может быть, может быть, остаться с ним, или поискать кого-то еще, кто может построить атомную электростанцию. Ну, надо отдать должное. Турция относится к цивилизованным странам. Угольные электростанции не взрывает. Даже если будет отказ от угольной генерации, они останутся в резерве. И мы наблюдаем сейчас, допустим, если сравнивать Юго-Восточную Азию, не спотовые поставки СПГ, а долгосрочные, то там рост стоимости невысок. Видя, сколько стоит генерация энергии из подорожавшего газа, многие страны Азии начинают выводить на полную мощность угольную генерацию. Хорошо себя чувствуют. Ну, не хорошо, но относительно. Если сравнивать с Европой, то, в общем-то, неплохо. Что касается Турции, то это третий по объему покупатель российского угля. Связано это с вводом поэтапным угольной электростанции общей мощностью 2,4 гигаватта. 4 блока по 600. И самое удивительное, очень хорошо подходит уголь из ростовского бассейна. Он где-то там переходит еще в какой-то бассейн. Но, конечно, в Турцию везется исключительно ростовский уголь. Не подумайте, что... Вообще слово Донецк, слава богу, я избежал. Ну, Избежал? Правильно. Нет, правильно, да. Ведь Донбасс, он не только с Донецком связан, в конце концов. Это гораздо более обширная территория. Ну, в общем, мы ни на что не намекаем, но как-то вот хороший там уголь производит. Ну ладно, если мы... Если кто-то услышал намек на то, что именно господин Эрдоган является тренером олимпийской сборной по сидению на 5 стульях одновременно, то мы не намекали. Ладно, художественная гимнастика, изумительный шпагат и все такое прочее. Но мы сейчас не об этом, оставим это господам политологам. Сейчас поругаем Siemens, но поругаем не сами. Вот. Росатом не будет работать с таким непотребным поставщиком, как Siemens. И если можно, давайте цитату выведем на экран, потому что тут Siemens досталось. Он много работал над этим. Да, нет, Siemens старался, безусловно. Росатом не будет больше использовать при строительстве атомных станций в России и за рубежом решения, связанные с немецкой компанией Siemens из-за ее непотребного поведения, как поставщика. Об этом заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. Самое главное, они, Германия, примечание ТАСС, в обозримом будущем потеряли любую свою роль на глобальном рынке, атомной энергетики в первую очередь. И, к сожалению, еще и ухудшили совершенно непотребным поведением в качестве наших поставщиков. Я имею в виду Siemens. Мы не будем с ними работать. Мы нашли замену и у себя, и в дружественных странах. И весь комплекс решений по системам управления, по электротехнике, по системам выдачи мощности теперь ориентирован у нас и за рубежом, и в России исключительно на решения, не связанные с Siemens. Кто сказал «Северный поток», кто сказал компрессорная станция припортовая, кто вот это все произнес, никто не произносил, но давайте попробуем попросить Бориса, чтобы он нам рассказал о том, а что же плохого Siemens умудрился Росатому сделать? Не случайно мы сегодняшнюю передачу начали с Турции, потому что как раз на атомной электростанции Аккую Siemens себя и показал во всей красе. Замечательная компания, в свое время первая начавшая работать из всех европейских компаний с Советской России, но тем не менее решила расстаться со всеми традициями. Светлой памяти братья теперь, наверное, сильно бы удивлялись поведению. Отбор оборудования для атомной электростанции в Турции происходил не в индивидуальном порядке Росатомом, все согласовывалось с государственным регулятором, в том числе учитывались пожелания
государственного регулятора Турции, прежде всего. Поэтому система вывода мощностей и автоматизированная система управления технологическими процессами были предложены от Siemens, был подписан соответствующий контракт, выплачен соответствующий аванс. Ни аванс, ни оборудование. Впереди суд. Для того, чтобы не останавливать стройку, не срывать сроки окончательно и бесповоротно, Росатому, естественно, пришлось приложить максимум усилий. Теперь уже не раскрывается, откуда будет поставлено оборудование, которое должен был поставлять Siemens. Так можно догадаться, что это частично наше оборудование. Система АСУ-ТП, которая разрабатывает сам Росатом, очень неплохо себя в России показали. И не исключено, что госрегулятор Турции это учел. Системы вывода мощности, вероятнее всего, китайские. Но все это пришлось сделать на ходу. Теперь еще разбираться с возвратом аванса. Разумеется, работать с германцами, ни малейшего желания нет. Это хорошо, когда строим свою станцию. Но в любом случае задержка срока строительства – это дополнительная нагрузка в связи с полученными кредитами. Банки, несмотря на то, что Росатом все равно свои проценты хотят, как ни странно. Так что, на мой взгляд, если Германия хотела окончательно расстаться с атомной энергетикой, она это сделала. Единственное, что ее удерживало, так скажем, на орбите реакторостроения, это то оборудование, которое мог предоставлять Siemens именно для электрической части. Теперь не будет предоставлять. А насколько это болезненно для Сименса, у него, наверное, другие заказчики есть на оборудование для атомных электростанций. На всякий случай напоминаю, что если брать сумму строящихся атомных электростанций корпорации Росатом и корпорации CNNC, China Nuclear National Corporation, по отношению к общему числу строящихся реакторов, мы получаем цифру 87%. Так что, конечно, Siemens может найти другого заказчика, заработать денег, отдать их Росатому, потому что авансы надо возвращать с процентами. Тут, наверное, стоит еще пояснить, что у Росатома из вот этих 87%, примерно половина. То есть, так, 50 на 50, около того. То есть, Там очень сложная арифметика. Если брать географически, то впереди Китай. 28 на 24 блока. 28 строят китайские корпорации, их 3 государственных. 24 строит Росатом. У нас дома и за рубежом. Но если учесть, что из 28 строящихся в Китае атомных электростанций 4 строят Росатом, такая очень сложная арифметика. Я предлагаю ничью. Я согласен на ничью, но получается, что Siemens в данном случае лишается практически 50% рынка всех строящихся атомных реакторов и будет пытаться найти себя где-то в оставшихся 13%, которые, если я правильно понимаю арифметику, то 13 немножечко меньше, чем 50. Возможно... Да, особенно если учесть некоторые чудеса в базе данных МАГАТЭ, ПРИС. Там, если заглянуть в раздел «Строящиеся», имеется, например, два строящихся атомных энергоблока на территории бывшей Украины. Их туда благополучно внесли в 1981 году, когда Советский Союз планировал строить 3-й, 4-й блок на Хмельницкой атомной электростанции, и не выносят. Они по-прежнему строящиеся. Это по поводу 13%. Да. Нет, это огромная перспектива. Хмельницкая атомная электростанция, она очень крупная. Ладно. Это во-первых. Во-вторых, если ее начнут строить, получится замечательная статистика. Строят ее по базе данных МАГАТЭ с 1981 года. Ой, что ж, 45, кстати, юбилей в этом году, 45 лет. А в 1931 году, понятное дело, будем отмечать полвека этого события. Полагаю, у Хмельницкой атомной электростанции все будет. Так вот. Для тех, кто следит за событиями, напомню, что 2 года тому назад на Хмельницкой атомной электростанции был залит бетон под реакторное здание в объеме 1 кубический метр. Я ничего не путаю. 1 кубический метр. Бывший директор Энергоатома очень этим гордился. По сведениям с мест, больше кубометров не добавлялось, но пока первый залит. Да. Это главное. Я хотел просто выкрикнуть, там же всего кубометр, вот как его залили, да. Лиха беда начала. Вот смотрите,
Первые 40 лет ничего, потом хопа, кубометр бетона. Ну, в принципе, неплохая динамика вырисовывается. Ну, ладно, отвлечемся от перспектив компании Siemens. Это не все еще атомные новости. У нас, понимаете, первый блок. Мы очень хотим нырнуть в Ормузский пролив, честно-честно. Но вот нас даже атомный блок не пускает, и это новости за одну неделю, обратите внимание. Ну и обратите внимание, мы действуем совершенно последовательно, потому что у атомной индустрии планеты появился новый менеджер, Дональд Трамп. Он сейчас всем наглядно объясняет, что будет с вашей энергетикой, если у вас нет атомных электростанций. Зависимость генерации на тепловых электростанциях, угольных, газовых, от топлива 80%. Если вы не построили у себя атомные электростанции, где такая зависимость 7%, то вам будет плохо, говорит всем, кто его слышит, Дональд Трамп. И мы, конечно, поддерживаем, поэтому у нас сегодня вот блок атомных новостей. Вы хотите жить хорошо, стройте АЭС. А я вот сейчас Борису возражу. Точнее, не просто возражу, а просто вот вернемся к Сименсу, и я скажу, так тут у Сименса открываются огромные перспективы. Ведь Сименс – это не только средства автоматизации, не только всякие цифровые заводы, нет, цифровые двойники заводов, это не только силовое оборудование, нет. Это еще и особый отдел зеленой энергетики. Ветроэнергетические установки. Вот тут огромное пространство для маневра для компании Siemens открывается. Правда, открывается оно очень долго, и с 2021 года компания Siemens в ряду других европейских производителей ветроэнергетических установок заявляет о том, что все сложно в этом направлении, несмотря на то, что показатели растут, а финансы почему-то не улучшаются. Видимо, намекая, что, слушайте, а можно вот с вот этих вот, которым электричество поставляют, граждане. Вот с них чуть больше денег собрать. Возможно, на что-то такое намекают. Возможно, нет. Будем следить за этим. Ну и, кстати, где государственные субсидии? Что за безобразие? Почему их стало меньше? Вот, наверное, в эту сторону надо будет поработать. Если доработают, мы вам обязательно доложим. Кстати, если что, вопросы, замечания, предложения можно с помощью QR-кода, который вот, знаете, мне сейчас тяжело показывать пальцем, вот в том углу экрана периодически будет появляться. А теперь Индия. Пока у нас отвлечемся от компании Siemens, Индия. Индийский совет по регулированию атомной энергии выдал разрешение на установку основного энергетического оборудования на 5 и 6 энергоблоках АЭС Кудан-Кулам, возводимой на юге республики по проекту, угадайте, какой компании? Росатома. Об этом сообщила индийская корпорация атомной энергии. Ну и давайте цитату соответствующую на экран выведем, а пока ее выводят, я ее начну читать прямо с листа, потому что у меня есть лист. Разрешение выдано после многоуровневой проверки безопасности на соответствие строительства нормам МАГАТЭ. Решение открывает путь для начала монтажа критически важного оборудования корпуса реактора, парогенераторов и насосов системы охлаждения. Как ранее сообщал журналистам гендиректор Росатома Алексей Лихачев, в 2026 году госкорпорация начнет пусковые операции на 3-м блоке АЭС Кудан-Кулам и год за годом будет вводить в строй 4-й, 5-й и 6-й энергоблоки. Ну что ж, кажется, Индии решили в этом плане очень сильно помочь, освободив ее от некоторой части зависимости от Ормузского пролива. Вот, заметьте, мы туда еще не занырнули, а мы его уже упомянули. А как же без него? Атомная электростанция Кудан-Кулам – небольшой проект для Индии, там будет всего 8 реакторов. Крохотная, Индия вообще и по населению, и по плотности его, и по росту спроса на электроэнергию страна небольшая. Там есть еще несколько площадок, переговоры идут, может быть, они когда-то завершатся. Напомню, что в свое время было подписано рамочное соглашение с Соединенными Штатами о том, что им будет предоставлено 4 площадки. Это было совсем недавно, в 2009 году, пока ни до контракта, ни до даже геолого-инженерных изысканий на площадках дело не дошло. Времени-то прошло совсем немного, так что еще 2 площадки тоже небольших по индийским меркам французским специалистам из компании Арева. Она, правда, обанкротилась. Сейчас это Арану тогда называлась. Сейчас это ЭДФ. Тоже пока еще никто ничего не делал. В общем, есть некоторое количество площадок у Индии еще в запасе. Так что... Вот я чувствую какую-то иронию, абсолютно неуместную в словах Бориса, потому что, если сравнить с Хмельницкой АЭС... Да, я об этом и говорю. Абсолютно юные проекты.
А юный проект еще лет через 20 можно будет первый кубометр залить где-нибудь. Можно даже, в принципе, просто его показать. Вот смотрите, вот первый кубометр бетона. Ну вот. Как говорится, плотно пошло. То есть у нас атомными новостями, правда, вот мы специально не подбирали, но как-то так очень плотно пошло именно на этой неделе уходящей. Ну и неожиданно атомный блок, как бы это, как бы это странно не прозвучало, мы закончим немножечко другой темой. У нас вообще, в общем, так сказать, и целом, проблема, с которой мы начали, ну, точнее, вот зачитывал Борис эти новости об использовании атомной генерации в зеленом сегменте и в целом демонстрация атомной энергетики как низкоуглеродной. Она действительно низкоуглеродная, точнее безуглеродная, но об этом, кстати, в Европе узнали только в 2022 году, там, местами даже в 2021, но, знаете, лет 5 назад юристы выяснили, что, оказывается, физики были правы, действительно СО2 не выбрасывается в атмосферу при производстве электричества. При делении ядерного урана углекислый газ не выделяется. Это новость, да, радостная для всей Еврокомиссии. Поздравляю с тем, что они сумели это понять. Вот, действительно, 22 год был на дворе. То есть с момента начала работы первой атомной электростанции прошло менее 70 лет. И вот они уже выяснили, что там нет углекислого газа. Я считаю, что это прогресс. Ну, то есть ирония, конечно, мы можем бесконечно иронизировать на эту тему, но понятно, почему, собственно говоря, так получилось. А получилось так, потому что, были разные интересы. Были интересы, отчасти, может быть, газовиков, отчасти производителей ветроэнергетических установок, которые с 2021 года стонут, дайте нам больше денег. А были интересы атомщиков, в частности, французских, которые говорили, ребят, правда, честно, низкоуглеродное. Чем докажете? И вот долго-долго доказали.